Тяшух, в путь. Поторапливайся, ты опаздываешь на свадьбу слепых. Очень редко, когда великие художники тянутся друг к другу, любят друг друга, дружат, потому что чаще всего все-таки существует какой-то соревновательный, что ли, элемент. Поскольку это огромные художнические миры, которые вращаются по своим законам и своим орбитам, они в основном отталкиваются друг от друга, если тем более это таланты крупные. Люди, они были очень разные по характеру. Один интроверт, это о Тарковском, другой экстраверт, о Параджанове. Первый раз я услышал о Андрее Тарковском в доме Параджанова. Было время, когда в Киев пришла картина «Иваново детство». Сергей Иванович сказал, что сегодня он будет пропускать гостей только те, кто посмотрел картину Тарковского «Иваново детство». Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Сережа Параджанов всегда, приезжая из Тбилиси, останавливался именно у нас. И это всегда был праздник, потому что Сережа устраивал театр, без которого он жить не мог. Тарковский позвонил, захотел, как всегда, с ним встретиться. А встречались они по возможности всегда, когда оказывались в одном городе. Нас всегда удивляло, как два таких разных художника так любят друг друга. Между ними не было ни зависти, ни желания первенства, а просто глубочайшее уважение, интерес к обоюдному искусству. Но суть разговора выразил Тарковский. Он говорил, что когда у Сережи Параджанова возникает замысел, он его реализует. Поэтому его искусство такое удивительное и наивное, и прекрасное. Он говорит, он свободный человек в своем искусстве. Мы так не можем, он говорит. Он в этом отношении единственный. Сергей делает вот такое признание, замечательное признание своему другу, своим учителем, я считаю, абсолютно молодого и удивительного режиссера Тарковского, который даже не понял, насколько он гениален в Ивановом детстве. Таким образом, уже первый фильм Тарковского получил вот такое признание. Виго породил французское кино, к сожалению, никто не мог пойти дальше него. Затем я всегда с огромной благодарностью и с удовольствием вспоминаю фильмы Сергея Параджанова, который я очень люблю, способ мышления, его парадоксальный и поэтический, его умение любить красоту, его умение быть совершенно свободным внутри собственного замысла. Смерть Тарковского была тяжелейшим ударом для Сергея. Он это воспринял как личное горе, и как творческий человек-художник, конечно, в первую очередь он отреагировал это своим творчеством.
птица, которая всегда была и у Сергея, и у Тарковского символом таланта, и в данном случае это символ Тарковского, садится на съемочный аппарат. Посвящается светлой памяти Андрея Тарковского. А вот это плакат? Это плакат. È un manifesto che ha fatto un mio nipote. È il manifesto per il film Ашик и Риб, dedicato a Андрей Тарковский. Роднит очень многое. И одного, и другого без конца привлекает тайный вод. Они снова и снова пытаются вглядеться в воду, как бы поднять, какие тайны несет в себя этот один из самых первоэлементов мира или бытия. Нас ведь так мало, всего несколько миллиардов, горстка. А может быть, мы вообще здесь только для того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви. Ой, Іваночку, якої умієш, а я тобі заспіваю, що не зрозумієш. Ой, каже мені, дівчиночко, де мій... Еще я вспоминаю, может, я ошибаюсь на один день, но при «Предвидении» вот в «Сталкере» есть один кадр, когда там идет панорама через воду, шприц, какая-то рыба там, а еще шприц. И есть листок календаря. Вот листок календаря, если я не ошибаюсь, то ли 28, то ли 29 декабря. То есть почти его, вот предвидение его смерти. Тема коня. Оба необъяснимо любили лошадей и снова пытались вглядеться в магию этого удивительного красивого создания. Брат. Ты не можешь быть моим братом. Ты враг. Плетьте ему, рубите его. На земле врага все враги. Только враги. Ничего нет страшнее, когда снег в храме идет. Правда?
снова почувствовать себя счастливым. От того, что еще все впереди. Еще все возможно. Но есть сильней очарование, глаза потопленные ниц, в минуты страстного лобзания и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. Иди сюда. Ты меня слышишь? Да. Вот я и взлетела. Что с тобой, Маруся? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. Это что же, туда идти? К сожалению, другого пути нет.
тебе кого больше хочется, мальчика или девочку? Отоприте дверь. Мне нужно помолиться. Бог должен услышать мою исповедь. О небо, мне никто не открывает. Конечно, оба, и Андрей, и Сергей, они оба оказались жертвами нашей чудовищной системы в искусстве. Потому что как измывались над Тарковским в связи с Андреем Рублевым, это, конечно, словами не передать. И то же самое, как измучили Сережу с фильмом «Цвет граната». Ведь фильм вышел, в конце концов, совершенно другим. Он изумительный, он красивый, он прекрасный, но он другой, чем его задумал сам Сережа, потому что его монтировал режиссер Юткевич. Это все-таки были чужие руки и чужое мышление. Они попали в ситуацию отверженных и преследуемых художников. Вот в этом, наверное, был парадокс этой системы. Фильмы уродовали, делали постоянные поправки. Андрей Рублев всем известно, каким подвергался поправкам, какие муки Андрей перенес в связи с этим фильмом. Что касается Сергея Параджанова, то здесь было то же самое с Саят Навой, который неоднократно переделывался. Они придумали дикое развлечение. Я подбрасывал в воздух гранаты, а они саблями разрубали их. Ну-ка, пойди сюда. Опять мы видим здесь параллели. Андрей Рублев был обвинен, что это антирусская картина, что она искажает, что это антинародная картина. И точно такие же упреки получил Параджанов за Саят Наву. Он даже был вынужден изменить название фильма. Фильм вышел под названием «Цвет граната», потому что его упрекали в том, что образ великого средневекового поэта искажен, и это совершенно не соответствует каким-то биографическим реалиям, хотя, надо откровенно сказать, никто точно не знает ни точно биографии Рублева, ни точно биографии Саят Навы, однако эти упреки звучали, и эта критика была весьма яростной. Играй. Не могу. Играй, тебе говорят. Меня душит эта железная рубаха. Я не могу держать саз. Как же мне играть? А я повелеваю. Играй. Я задыхаюсь. Выпусти меня. Сергей Юткевич предложил помочь перемонтировать «Цвет граната». Для чего? Для того, чтобы он был понятен зрителю. А затем сказал вот такую фразу. «Я только что из Парижа, и там в кинотеатре «Кюжас» демонстрируется фильм «Андрей Рублев», хотя в нашей стране он не выпущен на экран».
А между тем мой друг, известный французский режиссер, коммунист Мишель Курно, говорил, что он не любит фильм Тарковского «Андрей Рублев» за то, что Тарковский в фильме не любит русский народ. На этом совещании присутствовали Демичев, Шауро из КПСС. Я, вероятно, не знаю, за что сижу и сколько буду сидеть. За мной следят и ждут срыва. Голодовка смешна. Голодают по 2 года. Их кормят зондом в наручниках. Следователь Макашов сказал: вам положим год, но я буду искать 5, потому что за 5 лет мы вас уничтожим. Самое страшное в моем состоянии, что мне не верили в период следствия и на суде. Меня перебивали. Это метод моего обвинителя. Надо платить с расчета Средневековья и Инквизиции. Такса очень высока. Вокруг свора волков, волчий лай и вой. К сожалению, я не Маугли, чтобы изучить язык джунглей. Ноябрь, Стрижавка. Усы разрешили. Ура! Уже тепло. Знаю одно, что пережито ни словом, ни пером не сказать. Одно то, что мой рацион в сутки стоит 36 копеек, а если я умру, то похороны стоят 79 копеек. Тарковский был потрясен арестом Сергея, обвинениями, которые были ему предъявлены. В одном из первых писем он пишет ему в ссылку, в Стрижавку: «Сам понимаешь, в Москве твоя эпопея всех потрясла. Вот уж поистине нет пророка в своем отечестве». Вероятно, если бы меня освободили, та боль, которую я ощущал эти 430 дней, я мог бы только выразить в стоне, пролежав плашмя то же количество дней. В лагере 1000 человек, разных судеб и ужасов. Все это похоже на Босха. Смотритесь в его химеры. У нас в Москве все по-старому. Полгода не принимали мое зеркало. Сейчас, правда, надеюсь, что сегодня-завтра акт будет подписан. Я очень устал от абсурдного чиновничьего шебуршания. Губник, 28 октября. Получил письмо от Тарковского. Создал серию открыток «Свет и тень». Постараюсь выслать. «1 июня 1975 года. Это строгий режим. Отары прокаженных, татуированных, матерщинников. Страшно. Тут я урод, так как ничего не понимаю. Ни жаргона, ни правил игры. Мне ничего не надо. Только одно. Пригласите к себе Тарковского. Пусть побудет возле вас. Это больше, чем праздник. Смотрели ли вы «Зеркало»? Сережу опять посадили. Это было уже в Тбилиси в 1982 году. А Тарковский был еще тут. И он взволнованный позвонил нам и сказал, что хочет с нами поговорить, надо обсудить, как спасать Параджанова. И он пришел, мы весь вечер опять говорили о Параджанове, и поскольку Тарковский собирался уезжать в Италию, он говорит, что я поговорю с Феллини, я поговорю с Тонино Гуэрро, я вообще подниму итальянскую кинематографическую общественность. Когда Тарковский уходил и мой муж, он пошел его провожать. Погода была отвратительная, дул сильный ветер, был снег. И говорили опять о Сереже. А муж мой сказал: ой, какая жуткая погода, мне так трудно идти. И вдруг Тарковский сказал, так подчеркивая слово:
Но Сережа сейчас неизмеримо хуже. И чувствовала, что действительно он и мыслями, и сердцем сейчас вместе с Сережей в тюремной камере в Тбилиси. Идет Новый год, страшный и долгий. Всем поклон. А что, если есть Бог? Громко и четко. Я могу говорить, давай. Я могу говорить. Мы все вместе с вами поняли, что молчать больше нельзя. Сегодня площадь полна. Это наша победа. И поэтому я могу сказать, фашизм не пройдет. Лошадки, лошадки, пряничные лошадки. Чуешь, хлопчику? Ты не свободен. Вы все, кажется, хотите свободы. Говорите о свободе. Но, по-моему, если вам дать свободу, вы не будете знать, что с ней делать. Вы и не ведаете, что это такое. Конечно, очень обидно, что свобода пришла очень поздно для обоих. Это грустно, потому что я представляю себе, сколько фильмов оба эти художника могли бы сделать, если бы им давали эту возможность. Конечно, Тарковский Виталий как бы работал свободно, но его фильмы на меня производили очень печальные впечатления. То есть они были прекрасны, но оставалось такое вот ощущение безнадежности. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово. Было много мистики
в судьбе этих режиссеров. Много необъяснимого и непонятного, наверное, как и в искусстве. Много из того, что нельзя объяснить. Оба этих больших художника заболели одной и той же болезнью. У них был рак легких. И это как бы, как образ, они задохнулись от этой жизни. Если посмотреть последние фильмы Тарковского, «Ностальгия», «Жертвоприношение», это мучительное вглядывание в смерть своего героя. Ну, наверное, каждому великому художнику хочется заглянуть за занавес, пересечь эту черту и посмотреть, что там. Была какая-то мистика в том, что они смотрели в лицо бездной, и бездна рано или поздно сама взглянула на них. А быть ли нам вместе? Иисус Христос, Амен, Амен, Асемцез. Оставьте меня в покое. В конце концов, я хотел быть просто счастливым. Ничего, ничего. Все обойдется.